Доброе утро. Проверка наушников. Попробую в них сегодня записывать. Сейчас почти 8 утра. И доброе утро всем. Добро пожаловать в мое новое видео с тренировкой. Эту тренировку я хочу также посвятить ягодичным мышцам. Подготовила, по-моему, 8 или 9 упражнений. Записала какие-то основные моменты, чтобы сразу по ходу дела говорить. По утрам она обычно не работает. Зал работает с 8 по субботам, воскресеньям, поэтому иду к 8. Фух, последние шаги. Так, перед тренировкой я решила выпить такую штучку Red Shock. Здесь 2 порции, но я одну, конечно, пью для энергии, но вместо кофе. Потом еще спит. Содержится таурин, бета-аланин и кофеин. Забавный момент, что в этой прихожей, так скажем, коридоре утром пахнет хлоркой дико, а к вечеру уже потом. Хочу вам показать, какой есть классный вид. Это один. Просто для вас показать вид. Прикольно. Чем в стенку смотрите. Так, устанавливаю камеру. Да, к сожалению, у этих наушников нету микрофона, поэтому все, что я там говорю, не слышно. Тем более там на фоне играет громко музыка, а это, возможно, авторские права. Так что буду поверх голосом записывать какие-то моменты. Хочу сказать, что уехав из Лодзи, я как-то избегала дорожки беговые и выбирала эллиптические тренажеры. Считаю, что так лучше для коленей. Почему-то придумала себе, что у меня колени будут от этого бега на беговой дорожке болеть, и не бегала. Тут как-то попробовала и поняла, что это очень круто, прикольно, удобно и все отлично. Так беговая дорожка вернулась в мой арсенал разминки. Бегать начинаю примерно с 8-9 километров и потом поднимаю максимум до 11,5 километров в час. С таким видом разомнусь. Опять же разминку ускоряю. Это называется donkey kick, то есть пинок осла. Внизу все стало занято. Когда только пришла, 10 минут назад буквально. Все было свободно, сейчас уже все занято, так что буду делать все наверху. Так, тихо записалась, и на фоне музыка играет, поэтому тут поверх записываю. Первое упражнение у меня будет болгарские выпады. Я вообще хотела его делать внизу, на первом этаже. Там есть гантели, но так как там занято и неудобно, поэтому я решила здесь. Тут есть гири. Вот показываю, что записала упражнения, их 7. Вообще атлеты любят использовать эти болгарские выпады для проработки мускулатуры ноги. Если вы хотите квадрицепс, прокачать бедра, то есть переднюю часть бедра, тогда поуже вставайте. А если, опять же, как я, ягодичную мышцу хотите прокачать, то подальше вставайте. Оказалось, что голос вообще не записывается издалека, так что, наверное, потом придется поверх записывать. Тут я экспериментирую с гирями, то есть в 1 или 2 руках держать. Думаю, что это просто для равновесия, если уже большой вес вы держите. А так по настроению, как удобнее просто реально к вашему телу, состоянию, ощущениям. Также некоторые подходы буду ускорять, чтобы экономить время. С этим упражнением могу иногда путаться, в какой руке держать гирю, какую ногу я уже покачала. Так что надо быть внимательным, а то можно одну и ту же ногу покачать больше, чем другую.
И опять же основной упор идет на пятку, то есть встаем, опираясь на пятку, чтобы нагрузка была, соответственно, на ягодицы. И еще такой моментик есть, вот я корпус наклоняю, да, а вообще можно как бы ровно его держать. Но я пробовала, вроде как нагрузка остается одна, ну опять же, если ягодицы качать. Так, теперь попробую с двумя все-таки гирями. Так, получается 20. И также отмечу, что здесь я выкладываю не все мои повторы и подходы, с целью экономии времени. Думаю, что это для равновесия намного удобнее, когда с двух сторон груз есть. Пока занято кроссовер, пойду сделаю мостик. Сгибатель для бицепса, бедра. Он намного проще для ягодичного мостика, не надо со штангой мотаться туда-сюда. Под него садитесь и настраивайте и работаете. Смешно. У меня и это Amazon. И это Amazon. Подарки от Амазона. Ну, поехали. Тут важно валик вот этот под себя подстроить, чтобы он на лобковую зону, так скажем, был, да. А рычаг, чтобы позволял вам двигаться, амплитуду, да, делать не слишком низко, но чтобы вот такое движение получалось. Также я там показала, что ноги ставим широко и толкаемся с пятки. Этот элемент на малые ягодичные мышцы тоже можно делать. Опять же, я корпус не сгибаю вот здесь. Просто ровно держу и работаю только вот это ягодичное. И все. Как я уже там сказала, что ставим ноги широко. Акцент тоже на пятки. С пяток мы делаем все это. Поехали. Вот здесь видно, что корпус ровный, а двигается только тазобедренный сустав. И еще моментик, что когда я поднимаю, я там на несколько секунд задерживаю. Можно еще больше задерживать, тоже будет хороший результат. Сейчас будет румынская тяга в кроссовере, вот в этой штучке. Опять же, нагрузка не на поясницу, не на руки, а на ягодицы только. Чтобы нагрузка вся шла на ягодичные мышцы, я прямо мысленно фокусируюсь, как у меня работают ягодичные мышцы. То есть я вся вот в этих ощущениях и прямо напрягаю их, чувствую, что только они включаются в работу. Я растягиваю, когда я наклоняюсь, я очень растягиваю ягодичные мышцы, натягиваю, да. В итоге у меня работают только ягодицы. Руки просто держу, и все, корпус задвигаю. И да, это упражнение на большую ягодичную мышцу, то есть основную. Сейчас я буду делать тоже ягодичный мостик, только в полу, да, изолировано на средние и большие мышцы ягодичные. За счет этого больше амплитуда получается. Ну, вообще, вот для такого мостика с пола и с этой тумбой такой вид отягощения как-то неудобно. И лучше, наверное, без него. Это, опять же, такой вид мостика. Это просто для разнообразия, для меня, например. Просто если другие виды мостика надоели, можно такое делать. Больше неудобств, чем смысла в этом отягощении. Точно лучше одной работать, нагрузка четче, а так двумя как-то после тренажеров на ягодицы не очень чувствую. Сейчас буду делать в этом кроссовере отведение ноги назад, боком. Это на среднюю и малую мышцу. И штучка у меня есть, я их с собой сюда ношу. Потому что не в каждом зале вообще вот это все есть. А если есть, это сломанное, оторванное.
И как видно, что я корпус не шевелю, я стараюсь его заморозить и чисто только ногой двигать. И она как бы перпендикулярно получается, да, тело вот так движется. Ну, опять же, фокусироваться на боковых средней и малой мышцы бедра. Раздражают, конечно, люди, только занимаешь место, они приходят и немножечко мешают. Поменяла ракурс, чтобы они не ходили в кадр. И еще очень важный момент, что трос трется по ноге, поэтому если в шортах, то будет больно. Я думаю, что лучше в штанах делать упражнения. Наконец-то это место освободило, здесь хорошее освещение. Сейчас буду готовить место для выпадов на месте с штангой. И платформу подставлю, чтобы амплитуда была больше. И опять же нагрузка на ягодичную мышцу больше растягивалась. И чем дальше заднюю ногу ставлю, тем больше нагрузка опять же на ягодицы. Когда я делала просто длинный зеленый пак подставила, мне отлично заходило, а в этот раз что-то я переборщила. Вот эта высота, которая мне подходит, совсем чуть-чуть, вот столько где-то. Я, конечно же, выдыхаюсь. Вчера, позавчера тоже ходила в зал, еще мышцы немножечко потянуты. Но это крутое упражнение, мне понравилось. Я недавно его начала делать со штангой и с платформой. Да, и на него, конечно, нужна координация, равновесие, потому что стабилизация может шатать со штангой. Фух, устала, скажу честно. Еще один хочу подход сделать выпадов, поменьше вес сделаю, потому что у меня, правда, вот квадрицепс бедра, получается, как-то чувствую болезненность. Потянула, или нагрузка очень большая. Интенсивная, я бы сказала. И потом сделаю еще вот эти зашагивания на тумбу, и я думаю, хватит. Конечно же, все на место убрать. Опять же, я стараюсь на пятки вставать и фокусироваться на ягодицах, когда я поднимаюсь. Потому что когда на пятки нажимаешь, задействуется обычно ягодица. Опять же, равновесие, стабилизация, все должно хорошо работать. И опять же, можно с грузом, можно без. Главное концентрироваться, чтобы это не было просто, не знаю, бессмысленным поднятием себя. В этом упражнении аккуратненько, сначала лучше без веса попрактиковать зашагивание. И чем выше тумба, да, тем больше нагрузка на ягодицу, равновесие держать, стараться, а потом уже можно веса взять. Чем выше, тем больше нагрузка на ягодицу. Чем выше тумба, в смысле. Все, хватит. Опять же, нужно заниматься весами и нужно чувствовать свои ноги, мышцы. Если что-то болит, перегружать лучше поменьше делать, чем уже себе надорвать. Фон, конечно, не очень, но что есть. Ускоряю заминку.
грустненько немного. У меня получается, что правой ноги у меня бицепс, то есть задняя поверхность бедра как-то потянута, болит. А на левой ноге у меня квадрицепс бедра, то есть передняя часть тоже болит. Короче, не могу полноценно пока заниматься, но все-таки я нормально позанималась. Все, тренировку закончила. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Не забывайте. До новых встреч. Пока.